Здравствуйте, друзья! Вы на канале Советы для дома. В этом видео расскажу, зачем я наливаю растительное масло в соду и для чего можно использовать получившуюся пасту. Возьмите небольшую емкость и насыпьте в нее 2 столовые ложки соды. Соду нужно использовать самую обычную, пищевую. Дальше к соде нужно добавить 1 столовую ложку растительного масла. Я использую подсолнечное масло, но подойдет и оливковое, и кукурузное, и из семян льна. В общем, берите любое, какое вам не жалко, можно даже просроченное использовать. Теперь хорошо все нужно перемешать. Смотрите, какая паста получается. Мне она очень напоминает скраб для тела. И да, это действительно скраб, но только для уборки. Сейчас расскажу про его применение. Вопросом, как отмыть духовку между стеклами, наверное, задается каждая хозяйка. Вроде и внутри духовка чистая, и снаружи все вымыла, а стекло грязное. И весь этот жир между стеклами. Ну вот, сейчас и про пасту расскажу, и как отмыть духовку между стеклами покажу. Во-первых, дверца духовки разбирается. Мне нужно открутить 2 винтика и достать стекла. В зависимости от модели духовки дверца может разбираться по-разному. Поэтому или внимательно читайте инструкцию, или ищите подробную инструкцию в интернете. В подсказке появится видео, в котором я также разбираю дверцу духовки, но там другая модель. Посмотрите, возможно, это ваша. Обязательно при разборе хорошо держите дверцу и стекла руками. Под низ подставьте ноги, а на пол лучше всего постелите что-то мягкое. Если вы боитесь разбирать дверцу духовки вот так на весу, тогда можете ее снять. Как это сделать, я пошагово показала в отдельном видео. Ссылка на него сейчас отобразится в подсказке. Переходите, смотрите. В принципе, сложного там ничего нет. Ну вот, я одно стекло уже сняла. Теперь все это можно хорошо вымыть. Паста из соды и масла получается вот такой консистенции. Поэтому вы ее можете или рукой распределять по поверхности, или губкой. Дальше я буду использовать вот такую губку-скребок. Она не оставляет царапин и очень хорошо чистит. Также можно использовать самую обычную губку. Смачивайте ее водой и приступайте к мытью. Сода с маслом прекрасно работают. Вся липкость и жирные брызги очень легко отмываются от поверхности. Смотрите, второе стекло у меня больше забрызгано жиром. Делаю все то же самое. Немного пасты, влажная губка. Пара минут и стекло будет чистое. Применять такую пасту можно не везде. Вы ее спокойно можете использовать для мытья кухонной плитки. Я это уже показывала. Ссылка на видео появится в подсказке справа. Плитка может быть вся жирная, покрыта жирными точками. И вот паста очень быстро все отмывает. Еще вы этой пастой можете мыть кухню из дерева или которая сделана под дерево. Только обязательно проверьте на незаметном участке, чтобы сода не стирала финишное покрытие. Поскольку эта паста достаточно абразивная, ей нельзя мыть глянцевую кухню и другие поверхности, которые легко царапаются. И из-за масла ее лучше не использовать для мытья межплиточных швов. Поэтому, если у вас на кухне плитка большая, то спокойно ее мойте. А если рабочая область выложена небольшими квадратиками, то лучше подберите другой способ очистки. Ну и отмыть плиту от жира эта паста, как видите, может запросто. Вы ей можете очистить верх плиты, как я отмыть боковую стенку от жира. Также можете помыть духовку и дверцу духовки внутри и между стеклами. После того, как закончите отмывать жир, нанесите на поверхность средство для мытья посуды, промойте губку под водой и пройдитесь ей по всей поверхности. Это нужно сделать, чтобы убрать масло и чтобы поверхность после мытья не была липкой. Если не можете нанести моющее на поверхность, тогда наносите его на губку. Дальше я стекла сполосну под проточной водой. Если нет возможности сполоснуть под проточной водой, например, когда вы моете плитку или плиту, тогда нужно несколько раз протереть поверхность чистой влажной тряпкой. Я полностью дверцу духовки не снимала, поэтому устанавливаю на место стекла и собираю все в обратном порядке.
Паста из соды и масла может стать прекрасной заменой бытовой химии, никакого едкого запаха, полностью натуральный состав, и вы только посмотрите, как идеально все выглядит после очистки. Так что советую вам налить растительное масло в соду и испробовать получившуюся пасту на личном опыте. Надеюсь, эти советы вам понравились. Не забывайте поставить лайк под видео и подписаться на мой канал. Будем вместе наводить чистоту. Всем спасибо за просмотр. До встречи в других видео.